Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Игорь Масейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую наших уважаемых зрителей. Ну что ж, у нас очень много горячих новостей, заявлений. Саммит Г7 вместе с Трампом, Зеленским, там футболочки дарит Мерц. Зеленский встречается на стульчиках, говорит, вот обсуждаем. Поддержку получил. И зиму помогут пройти, и ПВО дадут, и вообще как бы все хорошо. Смотрите как. Все снова на стороне Зеленского. Так, по крайней мере, это все представляют нам. А как на самом деле будем разбираться. Как всегда, режим прямого эфира — это ваши вопросы. Оставляйте их, пожалуйста, уважаемые зрители, в сообществе YouTube и в клубе зрителей Шелест. Милости просим, как говорится. Также в чате трансляции, но в самом финале, поэтому досмотрите эфир до конца. Перед тем, как, собственно, начать, давайте об опросе сегодняшнего дня, который самый главный. Трампа все-таки перетащили на сторону Зеленского на Г7 или нет? Варианты ответов: да, нет. Ну, разве что до новой войны с Ираном. Новая эскалация, там новая, как подбомбятся. Сейчас резервуары стратегические, запасы нефти наполнят американцы. Вот Тормуз открыт, нефть течет, а потом можно опять, собственно. Или его просто облапошили. Почему так облапошили? Да потому что видно, что его пытались облапошить со всех сторон. Европейцы и так, и сяк, и, в общем, кружили над ним, и приехали к нему дельцы из залива, да, с которыми он обсуждал, собственно, все то, что будет происходить на Ближнем Востоке. Ну, а европейцы как бы пристроились, а Зеленский выполнял роль, ну, как бы фигуры, вокруг которой можно облапошить Трампа. 4 варианта. Выбирайте один из них. Давайте попробуем оценить визит Зеленского и Трампа, который сейчас на чьей стороне? Мой ответ категорически нет. Пытались облапошить и создавали вид, и создают информационную атмосферу, надувают эту бульку, да, информационную, что нет, не облапошили. Хотя хотели, конечно. То, что не облапошили, четко сформулировал сам Трамп, когда сказал, что мы в заднем виде. Ну, то есть в виде заднего зеркала. А впереди Иран, впереди много другое. Плюс он четко сказал: да мы что, мы не воюем, и вообще мы к этому не имеем никакого отношения. Да, мы продаем оружие, но прошу обратить внимание, продаем оружие кому? Европейцам. Они платят деньги, ничего личного, чисто бизнес, мы им продаем, а куда они его поставляют? Ну, это же они поставляют. То есть, фактически Трамп умыл руки, в очередной раз продемонстрировал, что нет. Второе, я с вами не согласен. Фигура играет. Фигурой Зеленский нету. Зеленский был медведем на этой ярмарке, которого на веревке за собой водил цыган Макрон. Вот я перед этим 2 дня наблюдал, как цыган Гена Буткевич водил Усика по коридорам Белого дома с помощью Келлога и его дочери. А теперь уже уровень повыше, теперь медведь солидней. И этого медведя водил Макрон. Я когда увидел вот это, как они заходили, да, и как Макрон его за собой там и рядом посадил, и вот поближе к Трампу, а Трамп в другую сторону отворачивается вообще. Это так выглядело, ну, сиротинушка на празднике чужой жизни.
Таким Будем... Вильнюсом пахнуло, помните? Вильнюс был. Да, Когда он да, стоял один в своей робе, да, вокруг праздник. Ну, это при Байдене еще был саммит НАТО. да, 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 Примерно с таким же выражением лица. да. Ну, подождите, а как он выступил? Говорит, я отдаю... Когда вы последний раз плакали? Ой, говорит, часто плачу. Отдаю приказы и знаю, что дети останутся без отцов. Ах, и плачу. Всегда плачу. Зеленский плачет всегда. Плачущий Зеленский – это отдельная форма цинизма, потому что для того, чтобы говорить, что плачут, надо, чтобы твои дети были под бомбами, ракетами, родители твои были не в Израиле, а в Украине, да и вообще там все окружение не гешефт делало на войне, а воевало. И представители элиты воевали. Это для Зеленского форму нового участия элит в войне вывел Портников. Помните, да, говорит, элиты теперь не воюют. Это в этом, как там Зеленский говорил, люди 15-го столетия, да, это самое, вот там в 15-м элиты воевали, а в 21-м они бабки на крови делают. Ну, так вот, по их формулировке. В 15-м за содомию на кострах сжигали, а тут идеологию ЛГБТ государственной хотят сделать, ну и так далее, и так далее. Вообще, конечно, французская булка вышла такая. Рогаликом? Рогаликом, да, рогаликом на лобик. Это самое. Дело в том, что на самом деле Зеленский там выглядел чужим. И поэтому на фотографии G7, которая типа финализировала, да, встречу, его нету. Ну, его попросили сфотографировать, наверное. Ну, его нету. Вы Сказали, эй, помните, Володька, возьми, да, вы помните, сфотографируй. раньше Вова Андрюшу вел в центр, ставил, сам в центре был, а тут нет. И это, кстати, явно к опросу, ну, ваше, о Трампе, потому что это единственный человек, который явно намекнул, ну, или передал там, что не хочу. Ну, вот не хочу. Он понимает, что Зеленский таран вот этих товарищей-глобалистов, которые с ним за столом сидели, пытались играть, а он их не таран, которого выпускают на платформу антитрамп и все. И ему просто это претит. Ну, можно, конечно, заплатить за то, чтобы сфотографироваться, ну, так как за Усика платили, там, это самое, не знаю, скидывался там Буткевич с Ренат Леонидовичем, или кто-то из них, один платил за визит, второй платил за этот самый. Вот, ну, Келлог, дочь Келлога берет за подобные встречи от сотни тысяч долларов. Вот, поэтому, Ну, ну, это имеется в виду с собой, не с Трампом. не, это странно. А, то есть она только берет 100 тысяч. Она берет не то, что идет там, а она за то, что она поговорит, договорится, убедит, еще не с картами за деньги пойдет фотографироваться. Она только за то, что медведя на веревочке ведет, правильно. Подождите, Берет. стойте. Я хочу просто понять вашу логику. Вы уже дважды упоминаете Усика. Слушайте, так получается, что мы стали свидетелем такой картины, ну вот такой какой-то, знаете, многогранной картины, да, с расписной, с многими мазками. Ну, во-первых, да, конечно, сегодня утром ударили, долетел все-таки дрон до Капотни, до Москвы. Обязательно. То есть, вот, смотрите, какой фон. Вчера Лавра, горит Лавра, он примчался. У нас, простите, в Херсоне сегодня
побежали оказывать помощь, был обстрел маршрутного такси, и еще 2 медика пострадало скорой помощи, потому что повторно прилетело. Вчера в Харькове побежали, собственно, гасить пожар после прилета. Четверо погибших. Повторный, 4 человека убило спасателей. А тут Зеленский спустя 2 часа, вот и Свириденко, и все здесь, Клименко, показывают, Кличко, смотрите, смотрите, сегодня вообще большую пресс-конференцию дали по этому поводу. То есть вот как сожгли там 80% крыши Успенского собора, негодяи-россияне. Правда, некоторые подмечают какую-то странную логику, ну, подождите, а кто-то видел там каких-то операторов, которые выставляли и снимали точку, чтобы красивее это все сфотографировать. И сегодня мы видим, что Трампу показали фотографии вчерашнего обстрела Лавры, и он сказал: о, это плохо, это ужасно. Все, собственно, фончик создан. Усик точно так же со своей стороны. Ладно бы там все сначала заподозрили Усик, может он его готовит на замену Зеленскому, а потом немножко послушали, открыли уши, послушали, что Усик говорит, о том, какой он военный, о том, как Украина родила Россию, а Россия теперь хочет уничтожить Украину, чтобы переписать историю, ну и другие сентенции. Получается, это все как бы ложится в один такой ряд. Ну и, понятное дело, вот эта история: Путин, приезжай на G7, я типа предлагал через Рабиновича, а тот взял и не поехал, сказал: Песков, сегодня в Москву приезжай. Через Абрамович. Да. Смотрите, Александр, ну вы абсолютно выстроили логическую цепь событий. Я ж не зря приплел Усика, я в разделе «Спорт» о нем говорил, если бы его как цыган на ярмарке медведя не тягали там. Это все, притом вы вот проследите за риторикой, говорит: я еще года 2 побоксирую, а потом пойду в президенты. То есть смысл какой? 2 года Владимир Зеленский посидит в кресле, а потом, если мне разрешат, потому что тот, кто водил на привязи, тот является кошельком Зеленского, ну, Буткевич, понимаете, кошелек. Кошелек Зеленского водит на поводку по Белому дому Усик. И Усик говорит тут: я вам скажу больше. Клон. 100% клонированный Зеленский. Вот 100% клонированный Зеленский. Вы же помните Зеленского? Посмотрю в глаза Путину, буду делать все, на колени ставлю, войну остановлю. Мы же братья. Ну, вы помните, да, все это? Русский язык, все, церковь, все, не трогаем эти вопросы. Все то же самое, ну, уже с налетом там другим, но пытается продать Усик. И сразу пошли слухи: ну, вот для Юго-Востока новую фигуру готовят. Ну, короче, опять намахать всех решили. Что касается Лавры. Ну, с вашего позволения, я чуть-чуть остановлюсь на этом вопросе дольше, потому что это вопрос ключевой. Где-то за 3-4 дня до обстрела получаю я от своих источников в Главном управлении разведки Минобороны Украины список целей, куда россияне будут наносить удар. Ну и там перечень. Притом перечень такой, что на 80% совпало с тем, куда вчера прилетело. И в списке есть несколько интересных объектов, которые сейчас мы обсудим. Значит, есть Мистецкий арсенал. Угу. И есть киностудия имени Довженко. Очевидно, что оба дрона, которые один пролетел и срезал крест, ну, на Успенском соборе, а второй был сбит над Успенским собором, они летели в Мистецкий арсенал. Что это было?
что-то в дальних помещениях мистецкого арсенала собирали, прятали, находилось. Либо это, как некоторые преподносят, была месть за уничтожение специальной панорамы обороны Севастополя. Я не знаю этого. Ну, я не могу это утверждать. Но факт тот, что все понимали, что дроны будут лететь на арсенал. Ну, то есть тот список, который мне дали, там даже количество того, что будет лететь, указано. Если это дали мне, то оно у Зеленского ж лежало на столе. Ну, лежало. Это ж, ну, всем понятно. Значит, летит дрон, его сбивают, и он падает, его падают остатки, взрыв в воздухе был, потому что если бы был, как Зеленский рассказывает, целенаправленный удар в Успенский собор, то дрон прошел бы до земли, ну, через крышу. Ну, это понимает любой человек, который разбирается ну, в войне, в прилетах и так далее. Горела только крыша исключительно, то есть его сбили. Я не могу утверждать, специально сбили, подбили, рэбом подкорректировали, потому что сейчас мы поговорим еще о роли рэбов, ну, во время обстрела. Но факт тот, что это падает на крышу. Крыша вся красиво, красочно горит. Мы все видели эти фото. Теперь очень важный момент по самому собору. Внимание. Значит, я общался вчера с людьми, которые принимали участие в тушении пожара с первых минут, включая монахов Киево-Печерской лавры, которые сказали, что крыша и так была хиленькая, худенькая, и так требовала ремонта, ну, грубо говоря. И ее и собирались в хорошие времена, ну, капитально ремонтировать. Это раз. Второе. Ничего в соборе не пострадало. И угрозы пострадать не было. То есть ношение икон это было пиаростия. Шоу. Пиар. Да. Пиарщик. Шоу. Да. Министру внутренних дел нечем заняться, он иконы спасает. Ну, Терехов бегает, картины носит в этом, а за ним сон фотографов и видеооператоров в Харькове в художественном музее, а тут иконы. Значит, в саму лавру и два притвора, ну, которые находятся по бокам, абсолютно ничего не попало. Через единственная вода, через вот эту большую люстру, ну, в соборе стекала, ну, залила, да. Иконостас не пострадал от слова вообще. Мозаика не пострадала от слова вообще. Росписи не пострадали от слова, ну, вообще. И что они спасали, неизвестно. Ну, то есть они исполняли красивую игру, красивую картинку, которую... И поэтому реакция ЮНЕСКО была какая была. Да, мы осуждаем, но они не указали, кого они осуждают. И это возмутило господина Сибигу. Это возмутило господина Сибигу, хотя у Сибиги сейчас вообще-то другие должны быть, ну, как бы, проблемы. Его должны, как бы... Ой, у Сибиги, да, у Сибиги там очень интересно. Один посол Украины на Кипре уволился. Сергей Нежинский, я расскажу с вашего разрешения, я чуть уже навел резкость, да, на этот вопрос. Сергей Нежинский подал в отставку. Подал в отставку с формулировкой «не могу согласиться с министром иностранных дел, потому что его указания мне вредят стране и всю». А что ж вредит? Оказывается, там... На Кипре что может там вредить? Да, а там Николай Злочевский влияет на дипломатический корпус. И там очень интересная история. Там есть такой Христодулос Элинас,
Это почетный консул, который вроде бы и не назначен, но представляется почетным консулом, который со Звачевским не разлей вода, который имеет полные все вот эти вот расклады по нашей дипломатической службе, прямо вказівка от Сибири, что этому Христодулосу содействовать во всем, ну и так далее, и так далее, и так далее. Дошло до того, почему было написано это заявление, потому что Христодулос звонил супруге Сергея Нежинского и угрожал. А что хотел? Ну, требовал каких-то действий. Кроме этого, оказывается, как уже стало известно, после начала этого скандала у Сибири есть какой-то фонд, А, и у Сибиги есть фонд? да, в который должны собирать там денежку представители посольств. Я знаю, некоторые послы имеют свои фонды. И довольно неплохо, ну, в этих фондах все это дело обкашливают денежные и так далее. То же самое и там. Ну, вообще в дипломатии происходит, ну, ужас. Вот, например, в Республике Словакия есть такой Мирослав Костран, посол. Так там уже 400 человек, жителей Братиславы, подписи собрали к Зеленскому, к Сибири, ко всем. Говорят, ну, посол вредит стране. Посол не общается с общиной. Посол, вредит военным, которые там закупками какими-то, ну, чем-то. Короче, посол занимается своими вопросами, сотрудничает с Юрием Косюком, с нашей Рябой, все в порядке у него, деньги тоже, все. Там фабрика нашей Рябы, бизнес стоит так. С Украины завезли, перепаковали под европейскую марку нашей Рябы и на рынок Европы. Ну и так вот это самое. А посол это все дело как бы покрывает. Хорошо, ну с МИДом понятно. Ну, кстати, очень интересно на фоне Г7. Мы вернемся сейчас к этой семерке. Давайте с Лаврой завершим. Послушайте. Так вот, подождите, по Лавре. Абсолютно постановочная эта вся история, все от А до Я. Съемки, все. То есть, мое мнение, которое вот уже через сутки по прошествию, изучая все, что знали, что будет лететь в Арсенал, подготовились, исполнили, сняли красивое шоу и так далее. У меня есть один вопрос. Вы видели вчера рыдания деятелей культуры, которые с Пулваданковой, да, по поводу киностудии Довженко? О, да, в прямой эфир вышел директор киностудии и говорит, там тени забытых предков снимались в этих костюмах. У нас вообще все театры заказывают костюмы. Уникальные, дорогущие, цены бесценные, артефакты. Все сгорело. Все сгорело. Все, что нажито непосильным трудом. Вопросов два. Всего два. Вопрос номер один. У нас главный деятель культуры, артист всех погорелых театров, сидит в кресле президента. Он не поехал на киностудию Довженко, где в том числе брал костюмы для своих реприз некоторых, ну и так далее, и так далее. И павильоны использовал «Квартал 95». Кстати, Не поехал. Кстати, да, хорошее наблюдение. Мог бы заехать там, в принципе, ну, не близко, но но это недалеко. Его. И это же его, ну, его, правильно, ну, это его среда, это его все. А не поехал он по простой причине, что «Новое время» выложило фотографии, которые потом ретушировали, ну, как говорится, поздно пить боржоми, коли изжога убила. Александр, ну, реально там крылья дронов, ну и так далее, и так далее. И тут мы возвращаемся к тому, что я начинал рассказывать. Если вы знали, что будет обстрел, если вы знали, что
готовится. Почему вы не сделали две вещи? Не вывезли все, правильно? Военное. И второе, не показали, не сняли, не поводили. Ну, вы поняли, да, на упреждение не сработали, чтобы туда не били. У меня один вывод. Надо было, чтобы туда прилетело. Интересно, сколько спишут под этот прилет. Не на костюмах спишут, а на военном оборудовании, которое там было уничтожено. Я думаю, уничтожено процентов 10, а спишут процентов 90. Вот вся история. Поэтому, а стенание по поводу Лавры, вы знаете, митрополит Житомирский ПЦУ, прошу обратить внимание, вчера написал пост, я не знаю, его там уже, наверное, казнят скоро или что с ним там сделают, но он написал очень красивый пост. Он говорит, подождите, а что вы хотели? Вы над Лаврой издеваетесь, вы позволяете в храмах голубцы готовить, голубцам голубцы готовить. Вы танцы, пляски скоморохов, ну, запускаете, превратили в концертный зал там храмы, ну и так далее. Вы трогаете мощи святых, и вы хотите, чтобы не было горя? Так оно будет. Господь же не Тимошка. Ну, смысл такой. И в конце он делает вывод, ну, вообще, не только для... Я думаю, что даже в УПЦ побоится кто-то сказать, не то, что в ПЦУ. Я не знаю, что с ним сделают, потому что он говорит, ну, анафему может рано объявлять, но процесс начинать пора. Потому что именно действия власти привели к этому всему. Это чисто с духовной стороны. А эксперименты над Лаврой они ставят с момента... Единственное, конечно, там в России начинают писать, там все украли, вывезли, поэтому... Нет, так они сами сказали, мы вывезли, подождите. Не, я имею в виду не утварь, я имею в виду мощи. Мощи пока, слава богу, в пещерах, ну, были по состоянию на вчерашний день и на сегодняшнее утро. Вот, это самое, преподобных, слава богу, назад занесли после этой встряски музейной, да, которую там устроили. Вот, но факт тот, что над Лаврой глумятся, ну, так это вкладывается, ну, в политику Зеленского, в политику Вовы Кладбищенского, ну, того Вовы, который из династии, фамилию которого, ну, называть нельзя, я его называю Кладбищенским, а каждый хоть думает, что за Вова сам. Вот. Это входит в их парадигму. Это вот все, что связано с мертвыми, кладбищем, мощами, издевательством над верой православной, над христианством в целом, ну и так далее, и так далее. И вот эти дикие крики, вы не осудили Россию. Нет, так я осуждаю Россию за то, что Нет, давайте, смотрите, войну начали, да, а дальше что? Это очень важно по поводу вчерашнего обстрела. Очень важно. Некоторые недоумевают. Слушайте, ну а зачем давать Зеленскому какую-то картинку перед международным событием? Ну, типа, может вообще не стрелять? Ну, условно. Но мы же давайте оценивать, все-таки давайте, ну, объективно. Из 70 ракет более 60 полетело по Киеву. Ракеты сбивать нечем. Ну, это речь идет, если о цирконах. Да? Вот эти там комплексы ПВО, Патриоты, которые... ну, россияне же как сказали, да, то есть это прилетел Патриот. Если бы прилетел Патриот, ПАК-2 или ПАК-3... То от забора запчасти поставили. Ничего бы не осталось. Все понимают, что это не Патриот. Россияне неправильно написали. Хотя видео было, где в момент ночной атаки, в общем-то, ракета Патриот была выпущена и куда-то приземлилась. Ну, сложно понять куда, потому что темнота и ночь. Ну, точно не на крышу собора, потому что от собора запчасти остались. Нет, ну от чего-то, значит, другого остались запчасти, понимаете? Потому что эта ракета была выпущена и приземлилась, она не сбила ничего.
Это видео опубликовали там, в первые часы этого обстрела. Но остальные цели, ну вот остальные цели, например, новая почта, да, там, ну, как бы попадают, получается. Но новая почта была в списке. Смотрите, Александр, я сделаю очень просто. Сейчас не буду все называть, бы нам сейчас еще одно уголовное дело откроют, но сейчас я одну секунду открою список, который мне был прислан, и вам вам скажу, что там было с того, что вы... Нет, имеется в виду, насколько этот удар... Смотрите, АТ «Київський завод «Радар», 8 БПЛА, это за 5 дней. Герань-2 «Сікер», ТОВ «Українські безпілотні технології», 8 БПЛА, Герань-2 «Сікер», Дарницький РТЦК та СП-4 БПЛА «Сікер», Шевченківський РТЦК. Киностудия имени Довженко, внимание, 20 БПЛА готовилось. ТОВ «Українські безпілотні технології», 30 БПЛА. 2 ударні ракети підвищеної потужності, 4 баражуючі боєприпаси «Дань-Т», державне підприємство «Київський державний завод «Буревісник», 30 БПЛА та 4 баражуючі боєприпаси «Дань-Т», каналізаційна насосна станція «Правобережна», 30 гераней, Київський агрегатний завод та авіаремонтний завод, 30 БПЛА, Київський інноваційний термінал «Нова пошта», 30 БПЛА. Ну, про ТЦК мы ничего не слышали, Игорь Владимирович. Ну, нам же не розказують. Потім позиція «Патріот», не будемо казати, де, не знаю, прилетіло, ні. «Патріот» ще один. Аэродром Васильков, ну, понятно, Выжгород и так далее. То есть, все это было известно. Известно. Я не знаю, поменяли дислокации Патриотов или не поменяли. Но то, что прилеты были, это точно. Теперь про рэпы. Я обещал сказать то, что знаю, и свою точку зрения. Смотрите, почему много прилетов по ЖК? Ну, по житловым комплексам, по офисным центрам и так дальше. Летит беспилотник, управляет им оператор с помощью искусственного интеллекта. Вот он летит, он сталкивается с рэпом, и рэп, если он единичный, даже может его перехватить или перенаправить, ну и куда-то отправить в поле или куда. Но если их летит много, рэп этого сделать не может. Пока он над ним будет заниматься, ну, понимаете, остальные прилетят. Поэтому рэп просто выставляет защиту над объектом, которую они не пробивают, или пробивают, но частично, там первые не пробивают другие, а все остальные об эту радиозащиту стукнулись, у них произошло, и они какое-то в этом искусственном интеллекте изменение, и они летят в первый, соседний попавшийся объект. Это не только в Киеве, это везде так. Я более того скажу, я знаю одну историю, мне рассказывали люди, там целое ЧП было и расследование. Это Днепр, когда человек увидел, что перенаправленный рэбом, которым он управляет дрон, летит в его дом, там, где его семья, он просто отключил рэп. Вот такой даже случай был. Поэтому все вот эти прилеты в жилые дома, это прилеты, результат работы рэпа. Притом в России та же самая, история, та же самая. Поверьте, никто ни с России в Украину, ни с Украины в Россию в жилые дома не направляет дорогущие
Шахеды, ну, БПЛА, ракеты и тому подобное. Это все работа рэбов. А, Хорошо. Ну, смотрите, по ТЦК не попадали. Ну, не было Но сообщения о том, мы не что... знаем об этом. Ну, смотрите, когда попадали, мы об этом узнавали. Ну, я думаю, что тут бы не скрыли. Ну, значит, не попали. Тем более, скажем так, ТЦК. Значит, не попали. Значит, ТСК охраняли хорошо, защищали. Получается, что туда прилетов там об этом не сообщала ничего украинская сторона. Но тут возникает другой момент. Он тут важен сейчас. Вот эту всю картинку собрали и отправились на Г7. Зеленский возвращается в приподнятом настроении. Урсула рассказывает о том, что мы должны дать еще миллиардов, и еще на зиму, и еще на все, и вот на это, и вот на то. У Зеленского как бы, ну, все хорошо, светлые дни. Я предвижу ваш вопрос. Какой? Зачем Москва это делает? Нет, что Москва будет дальше делать? А выглядит все очень интересным образом. Обстреливается Киев, мощно обстреливается, не будем там сбрасывать со счетов, и обстреливается, и попадают куда хотят. Попадают, конечно. И, да. в общем-то, удар достаточно существенный, серьезный. Как это проявится на возможности, условно, Украины обстреливать Россию, мы пока не знаем. Однако, выходит Песков, говорит: ой, мы ничего не знаем, нас никто не приглашал на встречу, и вообще пускай приезжает в Москву. Зеленский выходит: никакой Москвы, я не играю в эти игры, вон, пожалуйста, Швейцария, Турция или в США. Хитрый же план Трампа уговорить: Трамп, а давай ты Путина позовешь в США, и я подъеду. То есть Москва сейчас в какой позиции, вот с точки зрения вот этой ужасной, конечно, кровавой игры находится? Смотрите, я четко понимаю, что то, что у Медведева на языке, то у Путина, у Кремля на уме. И ситуацию, о которой мы сейчас говорим, Медведев в грубой форме сказал так: ты будешь жить, ну, Зеленскому сколько ты будешь нам помогать уничтожать эту страну. Фактически Зеленский, продолжая эту кровавую, безумную войну, помогает уничтожать страну. Помогает делать все, чтобы Россия продолжала войну. Понятно, что никто не полетит ни в какую Америку. Понятно, что никто и приглашать никого не будет в Америку. Александр, ну давайте честно вот скажем, выборы в ноябре, выборы промежуточные, важные для Трампа. Ему нужен Зеленский с Путиным скандал и окончательно себя закопать? Ну и партия? Нет. Он дистанцировался. Видите, он сегодня даже говорит: ребята, это не наша война в заднем виде, да, там, ну, то и все. Мы смотрим, ну, в зеркало заднего вида. Все. То есть, на самом деле, Трампу мыл руки. А Зеленский рассказывает: едем к Трампу, едем на G7. Ты кто такой, чтобы на G7 приглашать кого угодно? Не то, что Путина, а кого угодно. Президента Буркина-Фасо. Ты никто там, ну, по факту. Ты сам приглашен. И то, я думаю, не все, как мы видим в лице Трампа, не рады были, ну, и видеть. Он понимал, что это неизбежно, что его притянут, что его будут использовать, будут играть им глобалисты против него, против Трампа. Но он был не рад этому, мы это видели. Да, он делал умное лицо. Теперь внимание. Прошли переговоры. Вы видели, да, это сообщение? Прошли переговоры. Провел переговоры с Дональдом Трампом. Какие переговоры? За столом, где сидели, в перерыве, развернулись, обменялись мыслями. Подбежал Умеров,
Подошел Рубил, сделано было 3-4 фото, и все. Если бы это был продолжительный разговор, там бы было 150 фото, понимая, как это важно, ну, для Зеленского. Не было никаких переговоров. Прекратите. Все, кто не пропагандон и не служит Банковой, прекратите писать о переговорах. Какие переговоры на? Обмен мнениями в лучшем случае, после которых абсолютно противоречивые заявления. Вы же видели, что говорил Трамп и что говорил Зеленский. У Зеленского все, а Трамп говорит задний вид. Но погодите, война в конечном итоге продолжается, никто ее не останавливает. То есть основная, вот основная мысль и основное вот это вот все, что мы с вами обсуждали с ударами по Киеву, Лавра, фотографии там показал, еще чего-то, это чтобы что? Чтобы еще продлить войну. На Конечно. какое время? Усик озвучил на 2 года. То есть не полгода, не до зимы. Не-не, а зиму ж прожить. Вы же обратили внимание? Нам поможет выстоять зимой. Что это означает, что мы зимой воюем, а нам поможет выстоять? Так же? Ну, Да. это ж его слова. Понимаете? Тут вопрос немного в другом, и у меня он возникает. Вот Трамп, как сказать правильно, Трамп говорит, я умыл руки, я ушел, зеркало заднего вида. А у меня вопрос к администрации Трампа. Вы знаете, очень много людей в Украине, людей, которые сейчас в тюрьмах, под уголовными делами, в эмиграции вынужденной, под санкциями, поддержали Трампа в надежде на то, что Украина будет избавлена от этого зеленого чудовища, которое погрузило страну в кровавую баню. А Трамп никому ничего не должен. Он должен Да. только, не родителям, он должен только своей семье. Да, и тут возникает вопрос. Вам передавали, вы просили, дайте материалы о коррупции, о закупках военных, о всем. Вам все давали, дают по сегодняшний момент, а выходы где? Александр, выходы где? Я хочу обратить внимание зрителей и ваше, Александр, эта тема еще будет играть очень и очень сильно, потому что речь идет не о деньгах, а о очень больших деньгах. Пока на это мало кто, кроме тех, кто глубоко в теме, обратил внимание. Дней 10 назад глава налоговой Леся Карнаус делает заявление. Вывели 190 миллиардов, и я материалы передала в Генеральную прокуратуру. И это проходит, сразу после этого начинаются какие-то темы, о чем угодно, вы понимаете, 190 миллиардов. Ходят по миру, дай миллиончик, как в известном фильме запрещенного Ильфа и Петрова, да, дай миллиончик за корейком. Это самое. А тут 190 миллиардов вывели, и все. Во-первых, я об этих схемах с экспертом по налоговой политике Ириной Зленко рассказал в 2024 году, то есть 1,5 года назад. Во-вторых, Карнау, она рассказывает, вывели, будем расследовать, будем досліджувати, будем наблюдать. Совещание провели, Александр, не поверите. Генпрокуратура, ДБР, налоговая, БЭП, все на свете, совещания провели. Дорогие друзья, а зачем проводить совещания? Вот накладные по спиртовой схеме. Я их показывал, я их показывал в 2024 году. Зерновая карусель, спиртовая схема, табачка контрафакт. Понимаете? Вот у меня довідка в кримінальному провадженні
как, сейчас скажу точно сумму, 214 миллионов одним махом. Только хлоп и нету на биоэталоне. Понимаете? То есть идет, вот тут война, вот тут Микола, Семен, Іван в окопі, їм обіцяють якусь воєнну реформу. А отут от пацанчики гешефт делают. Всякие Лейві, там, Лабазюки, Мустеці, бывший замгенпрокурора. Понимаете, бывший замгенпрокурора Игорь Мустеця возглавляет табачную мафию в Черновцах. Куча уголовных дел, фабрики, шмабрики, верховинские верблюды. Вы знаете, что такое верховинский верблюд, Александр? Нет? Оказывается, у нас в Карпатах на верховине верблюды есть. Верховинские верблюды – это люди, которые загружают ящиками с сигаретами, и они через закрытые пропускные пункты ножками туда. Теперь они формируют караваны по-другому. Раньше они сами только туда, назад ходили. Теперь нет, теперь же бизнес двойной, Александр. Они берут тех, кто хочет покинуть страну, убежать с зеленого концлагеря, нагружают коробкой с сигаретами, и те несут контрафакт в Евросоюз. Вдумайтесь. Что, дай миллиончик, а мы тебе контрафакт засунем, и те налоги не будут платить. Вот, то есть, с одной стороны, просим, помогите, дайте миллион, с другой подрываем экономику того же Евросоюза. Грубо. И всем фиолетово. А знаете почему? Потому что эти миллиарды, а прибыль нелегально на сигаретах, контрафакте сигарет марок Филипп Моррис, там Мальборо, Кэмел, там Парламент, другие, она составляет $1 миллиард в месяц. Прибыль, чисто прибыль. Но на оружие $1 миллиард в месяц. И явно же откаты идут не в Украине. Смотрите, это все, конечно, очень интересно, но такое ощущение, что это все поддержано. Тут вот Лукашенко вышел и говорит, Ватикан и еврейское лобби виноваты в том, что вот это вот к этому всему и пришло. Они, мол, обдурили, в общем-то, дурака на 4 кулака и сказали, что, в общем, пришлось выводить войска из... в общем, уговорили о том, что Украина на все согласна, все подпишет и так далее. Сейчас это еврейское лобби и ватиканское еврейское, олигархическое, конечно, это ситуация с Тим Абрамовичем, которая там в очередной раз об этом вспоминает Зеленский, говорит, это я предлагал через Абрамовича. То есть это вообще очень удобно. То есть многие не понимают, все думают там, зачем вскрыли, потому что он ничего никому не скажет, Абрамович, может через много лет, и то не факт, чем все закончится, но можно говорить все, что угодно. И мы видим, как Зеленский, очень сильно петляет, что «а я вот то сказал ему», «а я ему сказал дай денег», «а я ему сказал Путина позови на Г7 сегодня», «а я ему там то». Заметьте, молчит российская сторона, что кто кому говорил, вот это Путин сказал и все. А Зеленскому это как бы в кайф, ему прекрасно. Он может, я вот то предложил, я вот это. Как вы думаете, что означают слова Лукашенко? И те же силы, получается, которые не дали закончить войну в 22 году по тому Стамбулу, и сейчас стоят за Зеленским и не дают закончить сейчас. Абсолютно те же. Абсолютно те же. Ничего нового. Абрамовича просто списали. Но история Абрамовича, она не отыграна. Когда Лукашенко вчера сказал, как поют, так и отпевают, да? Это ключевая, как по мне, фраза в его выступлении. Это он сказал от себя. Но Абрамович довольно непростой человек.
И парень, который привык у таких, как Абрамович, танцевать работал на корпоративах, да, там развлекал, танцевал, ублажал, а теперь стебется и просто, унижает, да, грубо говоря. Что же произошло? Давайте скажем честно. Зеленский с помощью Арахамии позвал Абрамовича. Они поговорили, они о чем-то договорились, чуть ли не о том, что Абрамович будет просить о встрече Путина. Приехал Абрамович, принял его Путин. Без позволения Путина Абрамович не приехал бы в Киев, понимаете? То есть это двойное унижение. Абрамовича унижают, довольно непростого, и Путина унижают, потому что Путин дал добро на поездку. Приехал, Путин говорит, хорошо, я выслушал, я приму решение. Пока Путин типа думал, произошел Старобельск. И понятно, дальше уже никто ни о чем не думал. Это объясняет историю Старобельской трагедии. Кстати, одно из объяснений, что это был элемент. Надо было Буча. Угу. С той стороны, с этой стороны. Какая разница? Буча, она ж Буча. Вот нахлобучили, и все. И дальше война. Самое главное, что последние дни я наблюдаю такую активизацию партии войны как в Украине, так и в России, что разговоры о мире все воспринимают с улыбкой, приблизительно такой, как Свириденко воспринимала новость о горящей лавре. Вы же видели эту от уха до уха улыбку на фотографиях? Вроде бы не в лавру попала, а этот самый отходы какие-то горят, и слава богу, не надо их утилизировать будет. Она не образована, из простой семьи, не из интеллигенции. Украина — страна возможностей, украинская мечта. Была никем, стала премьером. Чего вы? Она не понимает ценность лавры. Горит и горит. Что так? Они же гасят, тушат, все хорошо. Слушайте, Алекс. А тут Зеленский приехал, надо улыбнуться. Кстати, перед тем, как он приехал, перекрыли все кварталы соседние. Значит, это самое, смотрите, вы не оправдывайте ее, потому что я знаю сотни, десятки тысяч людей, простых людей. И такие люди есть в каждом селе, в каждом городе Украины, маленьком, городе, провинциальном, которые знают, понимают, ценят нашу святыню, Киево-Печерскую лавру. Поэтому оправдывать там Свириденко улыбающийся или тех, кто сделал эту театральную постановку с ношением икон туда-сюда передвижение, их нельзя. И я еще раз говорю, по поводу, они делают вещи, которые действительно, как правильно сказал этот митрополит, они заслуживают на оценку. Если по большому счету, то церковь уже должна была бы оценить это. Одна не оценит, потому что она полностью ихняя, государственная в услужении, а вторая боится по причине преследований, тюрем, и тому подобное. Но на самом деле это есть очень прекрасное украинское слово, украинское, запозиченное, блюзнірство называется. Это же блюзнірство, де басни и делали постановку с ношением икон. Слава богу, не начали мощи с пещеры. Смотрите, какая очень такая вещь, о которой тоже никто не говорит. Все ж смотрите, все Зеленский там, Зеленский приехал. А на фронте что? На фронте как? Штурм Лимана на фронте? На фронте Константиновка?
да, в огнях, но не победы Зеленского, а наоборот. У нас очень интересно Смотри, развивается ситуация. Мы, с одной стороны, в медиаполе уже там готовим операцию на Крым, все перерезали, все, вот сейчас как пойдем, как Крым, беги, вот это все рассказывают нам все Гордоны и все остальные. А, у Жишкове в Крыму пили. а движение идет. Да, сегодня, ну, кстати, при всяких, я не понял, зачем, ну, может, это для личного какого-то. Вот этот есть Бескрестнов, который Флэш, он стал советником у Федорова, над которым тоже тучи ходят хмуро, над Федоровым, потому что есть вопросы по ТЦК, есть вопросы по этой реформе, контракты вообще там, я попытался как-то углубиться, вот эти зарплаты, которые они предлагают, и системы, да, системы выплат. Все говорят, подождите, так нет денег, как они повышают зарплаты? Да вот так и повышают эти зарплаты. Ну вот так они их повышают. Там ты их не получишь, эти зарплаты, понимаете, если в том раскладе, который они дают. Так у него есть советник, этот Флэш, он говорит, слушайте, подогнали установку, которая глушит в квадрате 25 километров Starlink сигнал. Нет, она очень крупная, ее хорошо видно. Дроны на искусственном интеллекте с автозахватом цели, потерявшие связь со всем, ее, конечно, поразили. Но тут же тоже вопрос времени, как защитить эти установки. То есть мы видим, как потихонечку начинает вот этот щит и меч, ну, как-то вот выравниваться и пытаться выровняться. А в это время движение как шло, так и идет по фронту. Значит, Александр, по фронту очень кратко скажу, потому что на самом деле вы рассказали очень многое из того, что происходит на фронте. А на Федорове чуть-чуть остановлюсь, потому что это действительно как бы... Значит, первое. Все говорят о Крыме что-то, о перерезывании и так далее. А вы не заметили, что никто не говорит об обстрелах Херсона и Николаева? Такое впечатление, что Николаев и Херсон никто не обстреливает. В Херсоне уже ни одного дома не пораженного не осталось, который бы не задела война, понимаете? Там скоро город руина будет, просто цельная. А все молчат. Говорят о обстрелах других, или вообще не говорят. Ну и с Николаевым плюс-минус так. Константиновка с выходом на Дружкову. Как говорят наши украинские военные, в течение плюс-минус месяца будет потерян. Если не будет сломлена тенденция. Продвижение на запорожском направлении тоже есть. Медленно, но есть. О каких успехах и 500 километрах Сырский рассказывал, я с лупой лазил над картой, найти их не могу. Спрашиваю у военных, тоже найти не могу. А реформа Федорова – это вообще профанация полнейшая. ТСК предлагают просто переименовать, изменить название. Суть остается фактически та же. То есть сегодня сообщили в Одессе, что задержали там ТЦКшников, они мало того, что вымогали, пытали, насиловали. Да. В этих... Пыточная, абсолютно точно, пыточная. На Закарпатье я 3 дня назад написал «Убиваю человека», вот я писал, его убивали, и он в больнице умер. Потом уже омбудсмен открыл дело, начал заниматься. Заметил, перед смертью заметили мои публикации. Значит, ситуация такая, что, говорят, контракты введем. А я говорю, засуньте их в трубочку, сверните и в одно место себе. По 2 причинам. За вот эти 3,5 года от отлова за ухо Борисова Одесского, которого никто так и не удосужился ни посадить, ни наказать, ни оправдать, который получает пенсию, который имеет орден и доплату, хотя ни дня на фронте не был.
Вот. После отлова Борисова и по сегодняшний день ТЦК с насилием, насильственной мобилизацией, людовольством и всем отбило желание у любого подписывать любые контракты. А если взять, что в конце контракта еще есть один маленький пункт, который обязательно умные люди прочитают и расскажут даже не умным, он говорит следующее. Контракт действует, если не будет внесено изменение в законодательство. То есть подписал человек контракт, год прослужил, а тут ситуация на фронте, Верховная Рада голосует, контракт еще на год пролонгируется. То есть демобилизации даже по контракту нету. Ну, она есть, но ее нет. Понимаете? Но Федоров занят. Федоров занят очень серьезным делом. На прошлой пленарной неделе лично звонил в парламент. Рассматривался серьезнейший оборонный законопроект, просто, от которого зависела судьба страны, защиты и обороны. Рассматривалась правка, которая должна была забрать администрирование игорного бизнеса с Минцифры, который дальше Федоров контролирует, в Минэкономике, в Минфинансах, вернее, как оно должно было быть. Ну и налогов, соответственно. Лично министр обороны звонил депутатам, а игровики занесли 2 миллиона в Раду. Кусочек съела група Павлюка з Черновцов, та, яка з табачної мафії этой, а кусочек группа «Разумная политика». Ну, как же без этого? Деньги Рената Леонидовича – это хорошо, но заработать тоже ж надо. Без этого никак. Можно сколько угодно рассказывать. Не те подали правку, не то. У меня просто вопрос. Если мы государство, если мы имеем государственные институции, то каждая государственная институция должна отвечать за то направление, ну, для которого она создана. Если Минфин создан для администрирования сбора налогов с налоговой, да, службой, которая подчинена Минфину, и администрирования таможни, то Минцифра создана для того, чтобы цифровизировать все, что происходит, а не налоги, да, собирать с игорщиков. С таким успехом военный налог надо отдать Министерству обороны, чтобы собирали, а туристический Министерству культуры. Ну, зачем-то налогово? Давайте ее распустим и Минфин уберем. Но нет, Федорова интересует игральный бизнес больше, чем оборона. Вот тут он лично звонил некоторым депутатам и все. А потом я, когда это все написал, Александр, они мне звонят, эти же наши, ну, зелененькие, и говорят, я не брал, я голосовал, потому что меня попросили. Я говорю, а тот, кто попросил, брал или нет? Он, и забурлило в парламенте. Такое впечатление, что в Чего они деревенский, все стесняются? Слушайте, давайте вот... деревенский клозет вкинули пачку дрожжей, понимаете? И оно Да, смотрите, очень важно сейчас. Я не могу понять. Я уже там говорил, но смотрите, приходят инсайды, что там вообще все очень и очень хлипко, шатко, все друг друга смотрят искоса с подозрением, боятся, хотят уволиться, но не знают, как развязаться. Я имею в виду про средний и низший состав обслуги всего этого, ну, Я понимаю. наподобства, понимаете, вот этого всего ужаса. Они хотят прям, ну вот, свалить. И там очень и очень шаткое положение именно с точки зрения укрепления власти. То есть, если раньше можно там видеть человека, как он холеный, довольный жизнью, бога за бороду поймал, сейчас все на измене. Почему? Смотрите, во-первых, есть пастухи, которые через Набу и Сап держат их всех за фабрижа. Где надо прижмут, где надо ослабят. Но желание получить
денежку и побеждает, как в случае с этой правкой. $2 миллиона в парламент, и нет правки. И НАБУ не помогло. Потому что деньги побеждают даже страх в их случае. Ну, по крайней мере, так. Я скажу следующее. Я наблюдаю за этим всем. Такое впечатление. Последний день Помпеи. Урвать, вывести, убежать и где-то там на побережье в Марбелье, где я был, там прогуливаюсь, а там украинская речь. И там, а там на яхте, а там на Мустанге, а там на этом, все красавчики. А их родственники сидят в парламенте и кнопочки нажимают, или в Кабмине, или где-то это самое. Весь средний обслуживающий персонал заходит и работает на удар 2. Удар 2 украли, убежали. Повезло. Не повезло, поехали в СИЗО. Пришлось откупаться, снова надо идти на новые удары. Ну и так далее. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Трампа перетащили на сторону Зеленского, на Г7. Варианты такие, и такие результаты. 13% считает, что да. 21% просто облапошили. 25% до новой войны с Ираном как бы перетащили. Он сейчас начнет козырять, потужничать. Да? Ну, то есть новая история. Он же был уже такой однажды, Трамп, против России все говорил, сейчас мы тут... А потом раз, и все поменялось. Так вот, до новой войны с Ираном это да. Кстати, сейчас, во-первых, Израиль там еще свое слово не сказал. Это раз. Во-вторых... Да, во-вторых, там тоже очень интересный нюанс. Не все вот эти перевозчики, которые танкеры гоняют, как-то так не шибко охотно пошли через Ормуз. Ну, посмотрим день, два, три, неделька, как там что будет. Поэтому вот такой вариант. Ну и 41% все-таки с вами согласен, считают, что нет, не перетащили. Все-таки Трамп помнит, с кем имеет дело, когда вот это... Видели, как он футболку от Мерца принимал? Видели? Даже не встал, ничего не то ему плевать. Вот это скомкал, положил рядом. Ой, он знает, с кем он имеет дело. Конечно. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Все подпишитесь на Мосейчука, если какие вопросы не успеем задать. У Игоря Владимировича есть такая рубрика на YouTube-канале на него. Поставьте лайк, пожалуйста, нашему эфиру и напишите хорошие, добрые комментарии. Я, кстати, тоже замечу, вижу какие-то... Ну, прям такие, прям искры отовсюду. Причем там с украинской стороны, с таких, как это, скрепных, очень патриотических российских комментаторов. Все как вот с цепи сорвались. Что там, партия войны. И все сейчас как-то там начинают вот это палкой в бочке говно вот это вот месить, понимаете? Ну, такой период. Вроде лето. Или да? дрожжи лопатой подбрасывать. Вроде лето. Слушайте, весна же прошла с обострением. Да, но у всех как-то вот прям сейчас... Поэтому напишите хорошие, добрые комментарии. Вам не трудно, а оно как бы и приятно. А то читаешь, тут зачитаешься. И про Мосейчука, и про Шелеста, и про всех на свете. Короче, вопросы. Начнем, пожалуй, мы нашу сессию вопросов и ответов с непосредственно сообщества YouTube. Поехали. Игорь Владимирович, Елена Денисенко возмущается. Постоянно задает два вопроса Мосейчука, но никогда Шелест не озвучивает, не отвечает Мосейчук. Когда Игорь пойдет в Чечню Кадырова убивать, ведь грозился и пульками стрелял по портрету, и почему Мосейчук много лет врал народу Украины, утверждая постоянно о том, что на него совершили покушение по поручению Кадырова. Вроде тема вы неоднократно комментировали. Значит, смотрите, я эту даму вообще не хочу комментировать. Но для зрителей канала скажу первое. Значит, о том, кто как совершил покушение, можно узнать с материалов дела, которое слушается сейчас в одном из судов Киева. О том, как слили дело «Зеленые гниды»,
И почему они это сделали? Можно посмотреть в 3 частях на YouTube-канале «Свободный» нашего коллеги Влада Сидоренко. Он записал с главным свидетелем перед его убийством интервью большое. Это мадам, которая задает этот вопрос, причастна к событиям, которые трагическим произошли, поэтому не хочу, просто вот не хочу бурления и обострения, которое она провоцирует. Мгм. Мадам, видите, а вы говорите, вопросы не задают. Пожалуйста, ответ. Вопрос есть, есть ответ. Лина Востроилова, если это государство сохранится, то природа и его никуда ведь не денется. Как вы думаете, если разобрать на запчасти Запорожец, из них можно собрать Мерседес? Смотрите, друзья, я вам готов привести пример. Государство, которое пребывало еще в более тяжелой болезни, которое пришло, как говорится, к какому-то знаменателю. Грузия. Грузия. Ее не разобрали на запчасти. Грузия. Вот и все. И все к этому идет. Все идет, либо государство будет уничтожено, либо Украина пойдет по адекватному пути, по которому пошла Грузия. Да, будут отношения, да, не будет антироссии, да, будут отношения, они не наладятся за 2 дня, не полюбят друг друга за 2 дня, тем более, вот правильно Александр подметил, партия войны, что с одной, что с другой стороны подливает побольше масла в огонь, куда-то кого-то убивать, Чечню, еще что-то, ну и так далее. Не вопрос. Вопрос в другом. Вопрос в том, готово ли наше государство к этой трансформации. И насколько сильна и адекватна условная партия мира в Украине. Мгм. Так, продолжаем. Вот такой вопрос. Если уйдут зеленые гниды, то какие на их месте появятся? Как устранить причину появления гнид? Не этим ли сейчас занимается Россия? Спасибо. Смотрите, причина появления гнид на самом деле в середине нашего общества и то, что нам навязано много лет, это не в Зеленском вопрос, много лет подряд. Нам надо прекратить строить антироссию, антиевропу, антиамерику, еще что-то. Надо строить про Украину. Украину надо строить. Заниматься своими украинскими делами, отстаивать свои украинские национальные интересы. Не продавать суверенитет ни в Лондоне, ни в Москве, ни в Париже, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. А спокойно жить, спокойно развиваться, спокойно выстраивать выгодные, реально выгодные и правильные отношения со всеми соседними странами, с далекими странами, вообще со всем остальным миром. Потому что такое попытки навязать идеологию, что Иисус Христос был украинцем, а Черное море выкопали укры ложкой, это ни к чему хорошему не приведет. Так, значит, продолжаем. Игорь, скажите, Синяя Борода спрашивает. Лето наступает, и люди в городах не понимают или еще не верят, что день ото дня наступит экологическая катастрофа, как только выбьют электрику. Это же наступит на 5-й день. Одна канализация чего будет стоить городам и санэпидемслужбе. И словами едете в село, делу тут уже не помочь. Благодарю, Александр, всем добра. Ну, смотрите, война, которая идет сейчас в нашей многострадальной Украине, это новый абсолютно тип войны, и да, он касается в том числе коммунальной инфраструктуры, который может сделать города невыносимыми для жизни. Более того, я скажу,
Никто не обращает внимания, что происходит на границах Украины последние 5-7 дней. Там очереди на выезд. Очереди на выезд. Нам пытаются рассказать, что это в отпуск едут. Ну, Ну, конечно. в прошлом году тоже все в отпуск ехали. Ну, как-то таких не было пробок, очередей. Пункты пропуска останавливаются. И у меня такое впечатление, что начинается исход. Мгм. Интересное наблюдение. Так, сообщество еще. Несколько дней Владимир Васильевич задает вопрос. Назад политический эксперт Фикрет Шабанов озвучил такой тезис. Война в Украине управляемая. Как русскими, так и украинцами управляют ашкеназы. Это его рецепт остановления убийства. Это чтобы к власти пришли в России православные русские, а в Украине православные украинцы. Вопрос. Это антисемитизм, утопия или горькая правда, по-вашему? Ну, смотрите, я думаю, что, во-первых, это горько правда. Во-вторых, смотрите, сам по себе антисемитизм – это явление, которое сейчас будет уже раскручиваться и будет раскручиваться, и в дальнейшем станет инструментом, не дай бог, войны. Это уже проходили 100 лет назад, и я вижу, что все к этому сейчас идет. Мгм. Вот такой еще вопрос. Кстати, хороший вопрос от Кристины. Добрый вечер, Игорь Владимирович. А сколько денег выделили Миндич и Цукерман на реставрацию Успенского собора? Благодарю. Да нисколько не выделили, и я вообще не знаю евреев, которые выделяли на православные святыни. А если брать этих двоих, то я думаю, мы даже не найдем, сколько они на реставрацию синагоги выделили, не то что Успенского собора. Так, значит, дальше. Переходим в чат трансляции. Александр, как вы считаете, спросите Игоря, если человек любит и уважает свою страну, доверяет своему правительству, то никакие ТЦК вроде как и не нужны. Он сам знает, осознает свой долг. А почему мы наблюдаем обратное? Ну, потому что ТЦК были созданы с абсолютно другой целью. Не мобилизация. ТЦК сейчас это преступная организация, которая выполняет 3 функции. Функция номер 1 – запугивание людей. Функция номер 2 – загоняние людей в коррупционные схемы. И функция номер 3 – дискредитация понятия службы в вооруженных силах, защиты Отечества и тому подобное. Я уверен, что все ТЦКшники должны нести наказание, поэтому я поддерживаю вас, призываю поддерживать канал База 112 для того, чтобы зафиксировать каждую сволочь, которая выполняла роль полицая. Они сейчас жалуются, что буллинг их детям. Я предвижу, что если так будет продолжаться, то их дети еще и фамилии менять начнут. Это точно. Вопрос Игорю. Приглашение Арахамию через Арахамию может быть с двойным дном. Унизить Абрамовича бонусом, замазать в этой истории Арахамию как цель. Может, Арахамию следующим за Ермаком готовят? Такое предположение. Вы на правильном пути, только не следующим за Ермаком, а параллельно Ермаку. И Ермак и готовят. Я думаю, что сценарий истории с Абрамовичем и вымазывания Абрамовича и унижения этим еще и Арахамии, он был не авторство одного Зеленского, а авторство известного дуэта Вовы Кладбищенской и Андрюхи. Мгм. Да, спасибо большое за поддержку. Юра бросил, скажем так, сообщение с донатом. Игорь Владимирович, сам не лингвист и знаю, что вы в быту не общаетесь на русском. Все же не путайте слова. Сколько-столько, светский, советский, тогда теряется смысл. Спасибо, добра вам. Спасибо большое.
Вот видите, попросишь людей, давайте будь немножко, ну, как бы добрее, вот это все, и нормально, и даже, может, можно же и так высказать какие-то там свои вещи. Вот такие, скажем так, моменты. Спасибо большое. Так, значит, после 2 мая 2014 года Мосейчук многократно высказывал восторг по поводу произошедшего. Почему сейчас не радуются, когда тех же одесситов калечат и избивают в ТЦК? А я чуть не помню, что вы восторг по поводу 2 мая в Одессе высказывали. Ну, восторг не высказывал, высказывал слова, считал, что произошедшее может переломить ситуацию. Это, ну, людям свойственно ошибаться. Я признаю свою ошибку в отношении видения. Это не был восторг. А что касается самих событий 2 мая в Одессе, я четко понимаю виновников этого всего, что произошло. И виновники – это власть, и это правоохранители или правопохоронители по причине того, что именно благодаря им произошли первые столкновения, вторые столкновения и, в конце концов, трагедия в Доме профсоюзов. Так, так нравится мне это. Саша, мне кажется или нет, на твоем канале собрались все антисемиты и России, и Украины. Ой. Отвлекусь по поводу антисемитизма и всего. Посмотрите. Ну, все, кто там следят, общаются со мной и в эфирах, и на телеграм-канале, в чатах, знают, что я очень люблю историю. И собираю галерею своих портретов, своих известных земляков. Как известно, я уроженец города Лубны Полтавской области. Это древний княжеский город. Хватает там известных личностей. И вот мне нарисовали картину с портретом архимандрита Мельхиседека. Значко Яворский, уроженец Лубен, это именно тот архимандрит, который был идеологом Гайдамаччины, Калиевщины, который осветил оружие Гонтии Залезняку в Холодном Яру возле Мотринного монастыря. И именно этот момент, такое эпическое полотно, когда он освячивает, притом освячивает, многие спрашивают, я выставлял картину этим букетом васильков. Угу. Говорят, а почему? Ну, кто не знает церковной истории, то вот этот, я не знаю, как он по-церковному называется, веничек, которым много освящают, в том виде, в котором мы его знаем, был принят церковью в 19 столетии. А до этого как раз травой, цветами, ну, разноцветием, ну, и освящают. Вот. И мне сразу пишут: 7 лет лишения свободы за антисемитизм. А я говорю: подождите, друзья, это наша история. То, что она не нравится кому-то, возмущены еврейские, польские круги. На художника накинулись, художник Артур Орленов, ну, известный в Киеве художник, это самое нарисовал это полотно. Я говорю: успокойтесь. До этого мне нарисовали картину с князем, лубенским князем и Еремеей Вишневецким. Поляки были в восторге, а сторонники Хмельницкого, ну, на меня добрасывались. Теперь вот это. Говорю, а вот следующая картина будет лубенский полковник, который еврей, выхрест. Лубенский полковник еврей выхрест, который последнему гетьману казацкой Украины Кириллу Разумовскому после избрания булаву подавал. Ну, грубо говоря. Понимаете? Поэтому это наша история. И было, да, и Хмельниччина была, и Калиевщина была, и многие вещи были. И кровавые были вещи.
Валерия, Игорь Владимирович, вы общались с Надией Савченко? Да. Даже после эфира с Александром, признаюсь, по 100 грамм пил. Ну, да. А, Нет, Ой. Ну, хоть не по 200, это же дело такое. Да, друзья, спасибо всем большое. Ну, опять-таки, есть вот такой вопрос, что для вступления в ЕС Женя Малышенко спрашивает, Украине нужно соблюсти права человека. Как думаете, ликвидируют силовое ТЦК или нет? Смотрите, ТЦК силовое ликвидирует, и вступление в ЕС тут ни при чем от слова вообще. Кстати, по поводу норм Европейского Союза, я далек от вступления, это все очередная морковка як НАТО, ну, это самое. Не будем сейчас обсуждать, это можно целый эфир новый, ну, запускать. Я о другом. Смотрите, ТСК не имеет отношения, и ТСК должны ликвидировать сами украинцы, и ликвидируют сами украинцы, еще и судить будут. И очень повезет этим людоловам, если линчевать и вешать. Ну, не начнут, как полицаев после Второй мировой. Вот. Тут другой вопрос. Мы ее как-то упустили, но он очень интересный. Смотрите, соглашение с Венгрией. 11 пунктов. Экономические, политические, культурные, образовательные права, среди которых второй язык фактически, ну, на этой взятой территории, таблички на 2 языках, этот самый квота венгров в органах местного самоуправления, по-моему, 40%, об этом молчат все. Ну и там еще другие Ну, подождите, плюсы. доход НДФЛ, налогообложения физических Да, 12%. на налог. Это в то время, когда всей стране повышают и раскручивают налоговую историю, ФОПы будут вешаться. Вот. У меня в конце эфира вопрос. Так война из-за чего? Пытаемся разбираться с Игорем Мосейчуком по вторникам. Друзья, спасибо, что смотрите. Игорь Владимирович, спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим зрителям. Друзья, подпишитесь на канал Шелеста. Лайк, репост, комментарий. Если есть возможность, задонатьте. И будет вам счастье, будет всем нам мир. И будем жить, друзья. Вот пишут мне, скажите комплимент Мосейчуку за рубашку. Говорю, комплимент за рубашку. Ну, не без всяких подтекстов, а просто. Вот просто так. Штаны другие, но без трусов. Все Ну, нормально. началось. Сейчас вырежут и, в общем, дубль 2. Игорь Владимирович. Друзья, всем большое спасибо еще раз. Встретимся сегодня, немножко пошумим вечерком, поэтому далеко не уходите. Новое видео на канале, еще будет прямой эфир. Берегите себя.